Всем привет! Сегодня у нас интересный расклад. Суждено ли тебе встретить большую любовь? И давайте, прежде чем начать, я сразу каждый хочу донести. Если тебе 40, 50, 60, 70, 80 лет, и ты считаешь, что любовь встретить в твои годы уже невозможно, или у тебя вот в голове, ну какая любовь, я уже старая, то не смотри этот расклад, если у тебя такие мысли. Потому что вот я тебе скажу, когда я в школе учился, у меня в классе был мальчик седой. Ха, Его родители, у него был брат, и он один. И у него родителям было 70 с лишним лет. Его брат годился ему чуть ли там не в дедушке. Поэтому не нужно вот этой вот жертвы, да, то, что я уже старая, какая любовь и прочее. Любви все возрасты покорны. Поэтому в жертву играть не нужно. Все мы люди, все мы человеки, все мы должны идти носиком к солнышку повернув. Итак, я думаю, что хватит, да, колода у нас сегодня, колода нейроведьмы и деда номер 2. Ее также можете взять на Бусти, макет готовый к печати, можете распечатать, можете продавать, я не против. То есть, у меня нет такого, то, что я колоду сделал, и там «никто не берите мою колоду» и прочую вот эту ерунду, нет. Хотите зарабатывать, там колоды продавать, да, например, тем более колоды эксклюзивные, их нет, как сказать, в широком потреблении. Поэтому, пожалуйста, можете взять, продавать там всякие Авито, eBay и прочие вот эти площадки. Я слова не скажу. Авторские права я никому не перепродавал, поэтому никто за авторские права вас, как говорится, на солнышко не натянет. Итак, ссылки в описании к видео в закрепленном комментарии. Также вам станут доступны эзотерическая библиотека, закрытые расклады, марафоны, что еще? Проживание самоарканов и магический чат. Обязательно заходите, сделайте себе такой подарок. Итак, давайте начнем наш расклад. Первые две карты — это сигнификация. И у нас не будет сигнификация там какая-нибудь примитивная. Сегодня сигнификация — истинная причина твоего одиночества. И это не будет там, потому что мужиков нет, да? Здесь история, по картам, не про то, что тебе не везет с мужиками, а про то, что ты сама слишком долго держишь жизнь в режиме качелей. Вот с одной стороны у тебя есть желание стабильности, там, мужчины, с которым, как говорится, строить будущее можно. А с другой стороны, ты сама то делаешь шаг навстречу, то ты отступаешь назад, как будто у тебя внутри сомнение сидит. Вот знаешь, какой вот? А вдруг выберу не того, а вдруг опять ошибусь, а вдруг снова там придется на себе все тянуть. И вот это «а вдруг» твоя истинная причина. Это вечное внутреннее «да-нет», это и мешает твоей личной жизни дальше идти. Ты, как говорится, на горизонт смотришь, там, на мечты там, о счастливой паре, о поддержке, о настоящих отношениях. Эти мечты искренние, ты правда этого хочешь, но дальше мечтаний ты часто не идешь, потому что страх и неуверенность. Они тебя за шкирку хватают и обратно засовывают в этот круг сомнений.
И отсюда ощущение, что как будто жизнь тебя держит в одиночестве. На самом деле причина в том, что ты слишком часто перекладываешь вот этот выбор решающий на время, на судьбу и прочее. Вот. Хотя сама могла бы вот ускорить вот этот процесс. По сути, ты знаешь, ты застрял между двумя берегами. Хочу и боюсь. И пока ты не выровняешь этот внутри баланс, даже достойные мужчины, они не будут задерживаться рядом, потому что ты бессознательно отпускаешь их. Так суждено ли тебе встретить большую любовь? Конечно. Но это, знаешь, не будет история там легких эмоций, быстро там вот этой страсти вскипевшей. Нет. Твоя большая любовь, она придет как серьезный выбор. Когда тебе придется вот перестать сомневаться и определиться. И карты говорят, что вот в твоей жизни появится человек, который сможет тебе дать именно то, вот это женское спокойствие и женскую уверенность, о которых ты мечтаешь. Но это не яркий роман, тут нет его. Там не будет вот этих вот там сумасшедших качелей, а будет такая любовь, где есть глубина и забота. Ну и ощущение, что на тебя опереться можно. Но есть момент, конечно. Судьба даст тебе эту встречу, но ведь окончательное решение, оно за тобой будет. По сути, да или нет будет решать, понимаешь? Только твое да или нет. Если останешься в своей привычке закрываться от вот этой близости, сомневаться, то ты упустишь шанс. Но если ты себе разрешишь принять любовь, даже со страхом уязвимости, то это будет очень крепкой историей. Но ответ четкий: да, у тебя большая любовь будет, но ее появление требует твоего согласия быть открытой, понимаешь? Судьба человека приведет, но удержать его сможешь только ты, а не судьба или жизнь. Какой совет? Ну, знаешь, тебе нужно проработать свои страхи внутренние и перестать вот верить иллюзиям. У тебя есть склонность, знаешь, придумывать или плохие, вот у тебя крайности, или идеальный сценарий, или слишком плохой. И ты ждешь, что вот все случится красиво, просто он прилетит на голубом вертолете, тебе в окошко залетит Карлосон этот. Но реальная любовь, она же всегда идет в связке с трудностями. А это у нас сомнения, чужие ошибки, непонимание, притирки. Вот ты говоришь, я хочу идеальную любовь, притирки они всегда будут. Это два разных человека, выросли вообще не вместе. Понимаешь, даже если вместе расти, он мальчик, а ты девочка. И вот карты, они тебе советуют: не прячься в образах, будь готова смотреть на человека без вот этих розовых или черных очков. Твой путь — это умение доверять, но через осознанность. И не хвататься за первого встречного поперечного, но и гарантии на 100 лет вперед не ищи. Вместо этого смотри, как человек действует. Говорит ли он честно, держит ли слово, там поступками как проявляется. Чем быстрее ты начнешь отсеивать иллюзии свои, тем быстрее судьба вот даст тебе мужика, который станет твоим, как говорится, партнером на равных. И тут еще важный момент: у тебя есть такое вот искушение саботировать. То есть ты сама придумываешь проблемы, ты сама себя накручиваешь. Ты сомневаешься даже когда все идеально. Вот тебе совет: остановись. Проверь не 1000 раз, а 1. И позволь себе быть в отношениях. Потому что любовь в твоей судьбе есть, но вот именно сейчас решаешь только ты. Дашь ли ты ей вообще войти в свою жизнь? Понимаешь? Не обязательно подпишись на канал, жмякни на колокольчик, и мы переходим ко второму варианту.
Двоечки, двоечки. Истинная причина твоего одиночества — сигнификация первой две карты. И знаешь, он у тебя корень не в том, что вокруг нет достойных людей, а вот в том, что ты сама слишком зажата в своем внутреннем «надо держать все под контролем». Тебя прям вот контролер. У тебя сильная энергия. Ты умеешь зажигать, вдохновляться, но когда дело доходит до отношений, у тебя включается страх, и я себя потеряю. Ты сразу начинаешь выставлять границы, начинаешь держать дистанцию, начинаешь копить вот эту свою энергию, чтобы лишнего не отдать. И внутри у тебя сидит мысль: если я полностью откроюсь, меня легко ударят, меня легко обидят, и я ни с чем останусь. И из-за вот этого каждый новый шанс на любовь, он упрется в твою осторожность. А мужчина-то чувствует. Ты вот яркая, интересная, там, как сказать, попка красивая, но в самую глубину к тебе не пробиться. И мужики ощущают твою силу, но одновременно и твою закрытость. И тут получается у нас как? Замкнутый круг. Ты ждешь, что мужчина будет настойчивым, докажет серьезность, но ты проверяешь его слишком жестко. В итоге отношения обрываются до того, как успеют раскрыться. Ты не одинока, потому что там судьба так решила. Нет, а потому что ты сама блокируешь близость, вечно проверяя, кто чего стоит. Сила в тебе есть, но из-за страха потерять вот этот контроль, она становится вот барьером на пути к любви, понимаешь? Суждено ли большую любовь встретить? Да, у тебя будет большая любовь. Причем, знаешь, судьба поставит ее не как подарок на блюдечке с голубой каемочкой, а как награду за твою смелость перестать все удерживать в своих руках. Карты говорят, что вот в твоей жизни человек появится, рядом с которым не придется скрывать себя. И это будет не игра, это будет настоящая любовная история, где тебя увидят всю. И сильную, и там уставшую, и нежную. Но, всегда у деда есть но. Придется свое счастье отстоять. Судьба тебе его не даст легко. Будут сомнения с его стороны, сопротивление со стороны там твоих там каких-то обстоятельств. Придется доказать, что ты готова не только к страсти, к вдохновению, но и к открытому доверию. Тебе будет казаться, что вот легче закрыться и опять уйти в привычный вот этот свой кокон контроля. Но вот именно в этот момент нужно удержаться и остаться в отношениях. Большая любовь войдет в твою жизнь, как событие, которое ты не сможешь проигнорировать, потому что она будет слишком яркой, чтобы спрятаться. Но примешь ты ее тогда, когда вот сама перестанешь бояться быть там уязвимой и так далее. Какой совет? Да перестань тащить на себе вот этот груз прошлого, вечные сомнения и так далее, потому что ты накопила вот эту ношу и тащишь. Ты уже, как сказать, с тяжелым рюкзаком, ты как одно целое. А в рюкзаке что у нас лежат? Лежат обиды из прошлого, старые проверки, старые разочарования. Ты как будто сама себе делаешь жизнь в 2 раза труднее, чем она на самом деле есть. В результате ты устаешь еще до того, как отношения даже успели там начать радовать. Тебе нужно разучиться все время сомневаться в том, достойна ли ты счастья или недостойна. И перестать нужно ждать подвоха от каждого встречного. Большой шанс на любовь, он реально будет. Но ты его упустить можешь. Если будешь сидеть в такой позиции, там вроде и так нормально, лучше не рискну. Ну и, конечно, не соглашайся на минимализм в чувствах. Не прячь свою голову, как страус, в песок.
Хотя, на самом деле, страусы, кстати, в песок голову не прячут, они просто так, я не туда пошел. Итак, будет твоя любовь, она не где-то там далеко, она ближе, чем ты думаешь. Но чтобы ее встретить, тебе нужно свою душу вот от этих прошлых тяжестей очистить. Понимаешь? И вот тогда ты шагнешь навстречу новому с уже свободной головой и сама будешь готова к настоящему счастью. Сейчас нет, не готова. Потому что этот рюкзак с тобой слился со спиной. Он как год у тебя уже. Обязательно подписывайся на канал, и мы переходим к третьему варианту. Ну, троечек вечно, не все, слава богу. Первые две карты сигнификации — истинная причина одиночества, остальные парно читаем. Но тут понятно, тут даже не нужно трактовать. У тебя все крутится вокруг прошлого. То есть, ты знаешь, ты по-другому скажу, ты часто мыслями туда возвращаешься, где вот было тепло, светло, меня любили, где ты чувствовала себя вот прям любимой, обволакивающей любовью. Какая-то часть тебя, она до сих пор живет ожиданием, что вот как тогда оно повторится. Из-за этого новые отношения тебе кажутся, как сказать, вот серыми, бледнее старых. Ты сравниваешь, и вот это сравнение, оно мешает. Да, ты была счастлива, я ни в коем случае не обесцениваю то твое счастье. Ты была очень сильно счастлива, что даже теперь вот там новые отношения, они тебе кажутся серыми, унылыми. И ты еще сама по себе человек такой искренне открытый. У тебя вот душа подростка, которому хочется эмоций, игры, живых импульсов, вот эти вот страстные поцелуи. Но со временем и осторожность появилась. У тебя страх сидит, что если полностью отдаться, ты снова разочаруешься и снова будет больно. Поэтому новые шансы есть, но ты тормозишь. Ты там смотришь, оценишь, как в этом. Как называется, не в театре, а забыл. Как на выставке картин. Вот так вот ходишь, так среди картин и оцениваешь. Ждешь знаков, что картина тебе вот подмигнет, и там все как ты хочешь. И мужики это чувствуют. Интерес вроде есть, а дальше холодок. В итоге цепочка у тебя однотипная. Встречаешься, загорелась, быстро ставишь фильтры вот эти, потому что сердце все еще сравнивает и назад оглядывается. И в итоге разбежались. Твоя причина одиночества не в том, что тебе не везет, а в том, что внутри ты держишь прошлое и не позволяешь новому раскрыться по-настоящему. Ты одновременно и вот этого страстного старта хочешь, и хочешь еще безопасной гарантии, что тебя не сломают. А это противоречие, и оно держит у тебя все на месте. Одиночество. Суждено ли встретить большую любовь? Да-да, конечно. И здесь очень ясный ответ. Тебе суждено встретить отношения, в которых ты снова поверишь вот это в настоящие чувства. Это будет не игра вот эта кошки-мышки, да, а вот именно будет союз, где оба вкладываются одинаково. То есть по картам это зрелая, там женская энергия, и рядом мужчина, который будет готов быть равным партнером, а не потребителем. И это будет история, где ты раскроешься снова как женщина. Не только вот сильная, самостоятельная, ой, не самостоятельная, как там, самодостаточная, но и та, которая умеет принимать заботу, которая внимание, любовь может принимать. Здесь идет про внутреннюю гармонию.
Будет взаимность, никакой односторонней игры. То есть появится наконец-то чувство, что тебя ценят не за попку твою красивую, да, а за то, какая ты есть. Причем важно, что вот любовь, оно придет как естественное продолжение твоего развития. То есть, когда ты сама отпустишь прошлое, дашь себе новую точку отсчета, мужик появится. И это будет, ну, не бурный роман на скорости, да, а вот тихое, но очень правильное вхождение в твою жизнь. И он станет именно вот этим, как сказать, именно твоим мужчиной, а не каким-то там экзаменом из прошлого. Какой совет? Ну, тут ловушка. Ловушка. И она все может испортить. Это твоя склонность саботировать даже хороший момент. Ты счастье строить умеешь, у тебя все есть. Там женская сила, умение быть вот этой, как её, самодостаточной. Душевное тепло у тебя есть. Но на каждом важном шаге ты начинаешь в голове вот это: «А вдруг это не то? А вдруг я обманусь?» И сама же рубишь то, что начало только-только расти. Это как вот пустыню. Представь, вот это вот твое любовное поле, пустыня. И тут начинает цветочек хоп-хоп-хоп вылазить. А ты его херак с лопатой. Перестань ждать идеального сценария. Большая любовь — это не сказка, где все гладко, где Емель на печи подъезжает к твоему подъезду, ты садишься к нему, и всю жизнь этой щучке загадываете желание. Нет. Даже с правильным мужчиной будут сложности. Здесь, знаешь, тебе важно не встать в позицию такую вот или идеально, или никак. Умей вкладываться и не сдаваться при первой трудности. Понимаешь, карты прямо тебе ответили. Твой настоящий шанс будет, но ты можешь его сломать собственной требовательностью вот к этой картинке, а не к сути. Понимаешь? Учись видеть, как сказать, действие и настоящее отношение. И тогда твоя любовь, она не просто вот случится, да, она всегда она останется с тобой. Обязательно подписывайся на канал, жмякай на колокольчик, жду тебя в проживании арканов в закрытых раскладах. И если еще эту колоду хочешь, то можешь взять макет и распечатать на бусте. А если не хочешь печатать, в магическом чате девочка тебе распечатает и отправит. Магический чат тоже на уровне проживания старших аркан. И помни, что я с тобой рядом.